Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Это канал об узорах, и я Оля. Рада приветствовать всех новичков, гостей на своем канале, случайно, не случайно зашедших. Заходите обязательно, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, заглядывайте обязательно в плейлисты, там собраны небольшие коллекции для вашего удобства. Также надеюсь, что вам видео понравится. Очень уже много узорчиков, узорчики разные, и есть и легкие, и есть не очень, есть сложноватые, но я думаю, что вам видео понравится, вы оставите свои лайки, напишите свои комментарии. Не забудьте обязательно подписаться, чтобы не потерять канал, и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда будут новые видео. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам, девчата, спасибо вам огромное за вашу поддержку. Вы все лето со мной, да, сады, огороды, моря, но вы меня поддерживаете добрыми, хорошими словами, прекрасными отзывами. Вы моя большая группа поддержки. Я к вам с новым узорчиком. Сегодня у нас ниточки Yarnart Jeans. Давно из них узорчиков не было, да? Это классные ниточки, это не реклама. Это хорошие нитки для детских вещей. Очень много девчонок ими вяжут игрушки. И поэтому у них палитра очень большая. Есть и яркие, сочные оттенки, есть и пастельные тона. Так, давайте, меньше слова, больше дела, да? Это получается у нас хлопок с полиакрилом, так? Моточки небольшие, 50 грамм, 160 метров. И крючок здесь, говорят производитель, берите 3,5 миллиметра. Вот мы берем 3,5 миллиметра. Я считаю, наиболее удобные ниточки вместе с Yarnart Baby, да? Yarnart Elite, 100% акрил, и Yarnart Jeans, ну, чтобы для обучения, да? Мы же учим узорчики. Итак, кто давно уже на моем канале, знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. Ну, я считаю, что в этом объеме мы с вами можем уложиться, посмотреть все прелести нашего узорчика. Так вот, сегодня у нас будет узорчик состоять раппорт из 6 петелек. И мы с вами наберем 33 воздушные петли для того, чтобы у нас закончился хорошо узорчик, да, ровненько. Итак, делаем петельку фиксации, все как всегда. Ее мы при наборе петелек не считаем. Угу. А теперь набираем 33 воздушные петли. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Вот наш будущий образец. Что теперь делаем? Теперь делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. И считаем пятую петельку от крючка. Раз, два, 3, 4, 5. В пятую петельку делаем накид, вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Это наш столбик с накидом. Так? Вот эти вот 3 петельки, которые мы набирали, это наша имитация столбика с накидом. Да? То есть мы считаем уже как 2 столбика мы провязали. Первый и второй. Дальше в следующую петельку цепочки провязываем 3 столбик с накидом. Так? В следующую петельку 4 столбик с накидом и так далее, и так далее. Мы с вами провязываем до конца ряда, потому что этот ряд в узорчике у нас полностью состоит из столбиков с накидом. То есть мы, бывает, узорчики делаем как вспомогательный ряд, да, чтобы у нас не запутаться в наших воздушных петельках цепочки. В данном случае это уже узор. Итак, новички отрабатывают приемы провязывания столбика с накидом. Так, опытные мастерицы быстренько провязали до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, ряд несложный. У вас получится. Так, что получилось у вас? Если вы повторяете точно так же, как и я, то есть 33 воздушные петельки набирали, да, то должно получиться 33 столбика с накидом. Угу. Итак, что делаем дальше? Дальше я хочу ввести новую ниточку, новый цвет. Новички, смотрите, последний, самый последний столбик, да, а именно 2 последние петельки, так вот немножко распущу, мы провязываем новой ниточкой. Всегда, неважно какой это столбик, с 2, с 3 с накидами, с одним накидом, без накида, именно 2 последние петельки столбика провязываем новой ниточкой. Таким образом мы вводим новый цвет. Угу. Дальше. По узорчику у меня 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Так. Подтянули сиреневую, подтянули розовую. Есть видео, в которых я показываю, как в процессе вязания мы прячем ниточки. Да? Сейчас пока на этом останавливаться не будем. Идем дальше. Дальше у нас по узорчику 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Итого получается у вас 3 петельки подъема, имитация столбика, и 3 воздушные петельки. Это 6, получается, у вас воздушных петелек. Дальше накид. Смотрите внимательно. Сейчас мы следующий столбик, второй, пропускаем, и в третий столбик вводим крючок. Раз. Так, вытянули ниточку, провязали один раз. Стоп, на этом остановились. Дальше накид. Следующий столбик опять пропускаем. Через столбик точно так же
вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем один раз 2 петельки. Стоп. Так, накид. Еще столбик пропускаем и через столбик в следующий столбик. Вот таким вот образом провязываем еще половинку столбика. А теперь, когда у нас 4 петельки вместе на крючке, мы все вместе провязываем одним разом. Раз. И зафиксировали. Угу. Ну, вот такая вот как бы интересная получается лапка. Да? Как вот ее назвать? Лапка. Дальше делаем с вами 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Теперь смотрите. Опять пропускаем один столбик. Вот в сиреневом ряду. Накид. И через столбик, да, вот этот пропускаем, в следующий столбик делаем точно такую же лапку. Ввели крючок, провязали 2 петельки, стоп, накид. Один столбик пропустили, в следующий ввели крючок, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. Следующий столбик пропустили и опять через столбик провязали точно так же 2 петельки, видите? И все вместе провязали, зафиксировали. Вот, у вас вот получается вот как бы вот такие вот лапки, как их еще, да, интересно назвать. Угу. Все, и опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И точно так же до конца ряда провязываем вот такие же лапки. Да? Пропустили, не забываем пропускать столбик. Пропустили один столбик, еще пропустили столбик, вторую сделали ножку, еще пропустили столбик, третью сделали ножку. Все, и опять все вместе провязали, зафиксировали, провязали, зафиксировали. И опять 5 воздушных петелек и так далее до конца ряда. Угу. Давайте в конце ряда я вас встречу. Несложно. Давайте. Так, получилось. Смотрите, как заканчиваем ряд. Мы провязываем здесь всего лишь 3 воздушные петельки, то есть так же, как и начинали. Раз, два, три. Помните, да? Начинали мы 3 воздушные петельки. И заканчиваем столбиком с накидом. Пропускаем опять один столбик сиреневого ряда и в последний столбик, а именно 3 были петельки подъема у нас, да, провязываем столбик с накидом. Есть. Вот такая получается красота. Что делаем дальше? Дальше по узорчику опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Это получается мы сымитировали опять столбик с накидом. Теперь по узорчику 1 воздушная петелька. То есть итого здесь получается 4 воздушные петельки набрали. Теперь внимательно смотрите, накид. Вот. Получается верхушка нашего вот этого трезубца, да, этой лапки. Вводим в верхушку крючочек, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки. Так, 2 петельки. То есть полноценный столбик с накидом. Дальше воздушная петля. Сюда же опять вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. То есть еще один столбик с накидом. Воздушная петля и сюда же опять провязываем столбик с накидом. Вот. То есть у нас получилась та же самая лапка, да, только перевернутая наоборот, да, песочные часы. Угу. Итак, воздушная петля, идем дальше. Опять вот в эту же лапку, вот в эту верхушку нашей лапки провязываем столбик с накидом 1, воздушная петля, столбик с накидом 2, воздушная петля, столбик с накидом 3. Все. Между вот этими нашими, как бы здесь получается веерочки, да, тут будут лапки, а тут веерочки. Между веерочками 1 воздушная петелька. Угу. И все. И опять точно так же. Следующую, получается, лапку, верхушку лапки сделали столбик с накидом, воздушная петля, еще один столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. И так далее до конца ряда. Понятно? Давайте. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, провязали до конца ряда. Так. И теперь получается, вот наши были, помните, 3 петельки подъема и 3 петельки узорчика. Так вот, в третью петельку подъема вводим крючок и провязываем обычный столбик с накидом, но провязываем не до конца, потому что я, например, хочу здесь ввести опять ниточку. Вы можете вводить, вы можете не вводить, вы можете вводить третий цвет, но я вернусь к первому, такому нежно-сиреневому. И последние 2 петельки я опять провязываю новым цветом. Здесь я подтягиваю розовую, сиреневую я не трогаю, чтобы край свой не зажулькать. Угу. Итак, по узорчику у меня сейчас идут 3 петельки подъема. Вяжем. 1, 2, 3. Поворот. И теперь смотрите. Мы должны будем с вами провязать в каждую петельку, в каждую воздушная петелька, столбик, воздушный столбик. Мы должны будем провязывать столбик с накидом. Но здесь я хочу вам посоветовать, чтобы вы провязывали прям в петельку. То есть вы можете в арочку, да, сделать столбик. Но сделайте в петельку. Это будет чуть помедленнее, но это будет намного красивее. Угу. Итак, в петельку ввели крючок
и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Так, столбик готов. Дальше столбик в столбик. Вот верхушку столбика взяли, захватили ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Далее у нас опять идет воздушная петля. Давайте мы возьмемся все-таки вот именно в петельку, введем крючок, потому что вы можете посмотреть, так будет намного красивее. Пусть помедленнее, но будет шикарно. Угу. Так, опять столбик в столбик. Потом опять воздушная петелька. Мы ее точно так же провязываем столбиком. Я люблю вот именно брать 2 петельки, потому что так, мне кажется, более устойчиво, что ли, вязание более плотное. Так, и дальше столбик в столбик, верхушку столбика. Угу. И так далее до конца ряда. И у вас получится вот такая вот красота. Договорились? Давайте. Аккуратненько, тихонечко, медленно. Не пропустите ни одну петельку. В конце ряда я вас встречаю. Так, девчат, смотрите, аккуратненько провязали до конца ряда. И вот у нас были 3 петельки подъема. Так, воздушную петельку я сделала столбик. И затем в 3-ю петельку подъема я провязываю последний столбик свой. Так, и теперь, смотрите, я сделаю вот так вот петельку. Раз, и оставлю ниточку. Угу. Почему? Потому что я буду вот так вот розовую отсюда поднимать. И опять же с этой стороны, справа, получается, налево пойду розовой ниточкой. Опять же, все для чего? Для того, чтобы ниточки не резать. Угу. Вот, то есть экономика должна быть экономной. Итак, розовую ниточку подтягиваю вот к 3-й петельке подъема. Помните, да, мы начинали ряд 3 петельки подъема. Вот так вот подтянула. Сильно не тяну розовую, чтобы край у нас был ровненький, не зажульканный. И дальше повторяю все то же самое, что у нас было в первом розовом ряду. То есть делаю 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Так, это столбик у нас, имитация столбика с накидом. А потом по узорчику должны быть 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Угу. Так, теперь делаем накид. Помним, да, что второй столбик мы пропускаем. То есть через столбик мы делаем вот эту нашу первую лапку. Провязали 1, 2 петельки, остановились. Накид. Столбик пропустили. Следующий провязываем опять полустолбик. Накид. Опять столбик пропускаем. И следующий провязываем нашу 3-ю, так скажем, лапку. Все, теперь все вместе провязали. Зафиксировали 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Опять столбик пропускаем. Вы уже помните, да? И провязываем еще одну лапку, так же, как мы провязывали с вами в самом начале первым розовым рядом. Провязали, зафиксировали и так далее. Понятно, да? Все, и до конца ряда. То есть ничего сложного. Повторяйте вот этот вот розовый ряд, который был первый. Ну, в вашем случае он может быть любого другого цвета. Давайте провяжем до конца ряда, там я вас встречаю. Так, смотрите, провязала до конца и хочу показать вам, как я здесь буду заканчивать, да? Смотрите. Получается, пропускаем еще после нашей лапки столбик один, так, и в последний самый столбик вот так вот провязываем столбик с накидом, сиреневую вот эту фиолетовую, да, ниточку не трогаем, мы потом ее присоединим. Итак, опять 3 воздушные петельки подъема, поворот, так, здесь у нас с вами будет 1 воздушная петелька по узорчику, и далее в верхушку вот этой лапки мы будем провязывать веерочек, да? Столбик с накидом 1, воздушная петля, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петля, сюда же столбик с накидом 3. Опять воздушная петля и сразу же переходим к верхушке вот этой лапочки нашей и провязываем точно такой же веерочек. Столбик с накидом 1, воздушная петля, столбик с накидом 2, воздушная петля, столбик с накидом 3. Угу. Опять воздушная петля и перебираемся к следующей лапке. Ну вообще не сложно, согласитесь, да? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, девчат, смотрите, практически до конца довязали, да? И здесь, получается, после этого веерочка сделали воздушную петельку. И вот здесь, помните, мы провязывали с вами 3 петельки подъема и 3 воздушные петельки. Так вот, в 3-ю петельку подъема вводим крючок и провязываем обычный столбик с накидом. Вот так вот зафиксировали. И оставили нашу розовую ниточку, потому что мы сейчас с вами переключаемся на сиреневую. Помните, да? То есть вот наша петелька. Так, мы ее аккуратненько так вот выравниваем с нашим вязанием, сильно не тянем. Итак, помните, да, здесь было 3 петельки подъема и 1 воздушная петелька узора. Вот в 3-ю петельку подъема вводим крючок и вот так вот соединительной петелькой раз, все, переключились на сиреневую ниточку. Итак, 3 воздушные петли, так, и вспоминайте,
Здесь мы с вами должны будем провязать весь ряд столбиками с накидом. И учитывая, что воздушную петельку мы провязываем вот в петельку, да? Вот так вот. Раз, столбик. Дальше непосредственно верхушку столбика, столбик, да? В воздушную петельку. Чуть-чуть помедленнее, но красиво сделаем. Провязываем столбик с накидом. Опять верхушку столбика, столбик с накидом. В воздушную петельку провязываем столбик с накидом. И третье получается. Третий наш столбик, в него столбик с накидом. И так далее до конца ряда. Угу. Все, до конца ряда провяжем, а там я вас встречу. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, провязали до конца ряда. Так, вот получается наш последний веерочек. Так, столбик, воздушная петелька. И теперь мы заканчиваем последний самый столбик, провязываем вот в розовый столбик. И здесь мы с вами должны переключиться на розовую ниточку. То есть последние 2 петельки. Смотрите, как мы делаем. На розовую ниточку подтягиваем, одеваем на крючок. Так, и вот все петельки, теперь будем провязывать новой розовой ниточкой. Раз, все, переключились. Так, подтянули. Итак, 3 воздушные петельки, поворот. И теперь вы знаете, да, что опять 3 петельки вы узорчика сделаете и начнете лапки делать. На обратном пути сделайте веерочки. Все, узор понятен, так? То есть ничего сложного. Розовым вы будете делать вот такие вот как бы звездочки, снежинки, да, а сиреневый получается, ну в моем случае, мои цвета, это будут такие вот полосочки. Так, все, давайте увеличим наш узорчик на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получается. Договорились? Встретимся через несколько рядов. Так, девчат, смотрите, провязала я еще, получается, такой вот ряд, да, вот таких вот цветочков или снежинок, как их назвать. Смотрите. Цвет, кстати, это нежно-нежно-розовый, да, но передается почему-то каким-то бежевым. Но интересно. И фиолетовый такой сиреневый, как бы немножечко тоже искажается цвет. То есть хотелось такого розово-сиреневого цвета. Получилось какой-то вот бежево, даже, наверное, синеватый какой-то. Ну, не суть. Итак, девчат, смотрите. Мы с вами, получается, набирали 33 воздушные петельки. Давайте посчитаем, что, допустим, это такая же плотность вязания, такой же крючок, такая же ниточка, да. То есть это приблизительно... Ну, 17 сантиметров, да, 17 с хвостиком. Да? Тут, конечно, если вы будете взять изделие, это у вас будет, например, там жилеточка, плед, палантин, кофточка. Это будет, конечно, обвязочка, края будут ровненькие, да? Итак, здесь получается у нас сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. Так, что это получается? Это 11 сантиметров. Ну, шикарно. Интересный такой легко-летний, весенний, осенний вариант, да, что это будет? Кофточка, это будет палантинчик. Ниточки, конечно, вы берете любые, от хлопка до махера там и так далее, кашемира там, может быть, и тому подобное. То есть на ваше усмотрение. Цветовая палитра тоже на ваше усмотрение. То есть я вам показываю принцип узорчика, а вы теперь, ну-ка, давайте в комментариях напишите, куда можно использовать данный узорчик. Возможно, кто-то уже им вязал, кто-то уже знает, где можно использовать, и смотрится шикарно. Угу. Я надеюсь, видео вам понравилось. Вы поставите свои лайки. Не забудьте поставить комментарий. Девчата, кто еще не подписался, не забывайте подписывайтесь. Будет много интересного. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. И еще к вам большая просьба, девчата. Делитесь со своими подружками в социальных сетях. Внизу под видео есть такая вот стрелочка, да, поделиться. Нажимайте на эту стрелочку и можете поделиться с кем угодно, когда угодно и так далее. Хорошо? Заранее вам спасибо огромное. Ну, спасибо, что досмотрели мое видео до конца. И до новых видео. Всем пока-пока.